Император Палпатин – главный архитектор Империи, чья роль в «Звездных войнах» простирается далеко за пределы того, что мы видели на экране. И сегодня мы расскажем вам 10 фактов о Великом Ситхе, которые удивят даже самых преданных фанатов. Надевайте мантию Ситха и готовьте свой световой меч. Путешествие на темную сторону начинается прямо сейчас. Имя императора Палпатина, Шиф, впервые было официально упомянуто в романе «Таркин» Джеймса Лусена в 2014 году. До этого в фильмах он был известен только как Палпатин или Император. И на это есть свои причины, раскрытые в более раннем произведении Дарт Плегас того же автора, где молодой Палпатин рассказывает будущему учителю о своих сложных отношениях с семьей, особенно с отцом. В связи с этим он принял решение отказаться от имени, данного ему при рождении, и даже подумывал о том, чтобы взять девичью фамилию матери, но в конечном итоге все же оставил себе статусную родовую фамилию. Хотя имя Палпатина Шиф не являлось каким-то секретом, называть его так могли лишь очень немногие, одним из которых был Уилхов Таркин. Да и тот, из уважения к его возрасту и считая его в некотором роде своим наставником, чаще всего обращался к нему по титулу. В юности, как и Энакин Скайуокер, Палпатин увлекался быстрой ездой и участвовал в гонках. У него был ярко раскрашенный лэндспидер с мощным репульсорным двигателем и тройным стабилизатором, что обеспечивало ему высокую маневренность и скорость. Но однажды такое увлечение привело к трагическим последствиям, когда по его вине погибли сразу двое пешеходов. Для его отца это не стало неожиданностью, поскольку в те годы Палпатин был крайне безответственным молодым человеком. Его выгнали сразу из нескольких частных школ за хулиганство и другие правонарушения, которые другим ученикам стоили бы отправки в колонию. Но отец, разделявший тягу сына к жестокости благодаря своему влиянию, всякий раз вытаскивал Палпатина сухим из воды и ухитрялся замять любые намеки на скандал. Этот юноша изначально ставил себя выше общественной морали и считал, что имеет право следовать собственным нормам поведения. Палпатин стал одним из самых могущественных лордов ситхов, несмотря на то, что начал изучать силу лишь в 17 лет. В отличие от большинства джедаев, которые приступали к тренировкам с раннего детства, например, Энакина Скайуокера едва приняли из-за его солидного возраста в 9 лет, Палпатин рос, не зная о своем могучем потенциале. Однако скрытая в нем мощь и склонность к темной стороне были замечены Дартом Плегасом, ситхом, который не планировал брать ученика, поскольку скептически относился к правилу двух, но, несмотря на свои убеждения, он все же не смог устоять перед возможностями Палпатина, увидев в нем будущее темной стороны. Юный Палпатин, выросший в обеспеченной семье на Набу, с детства воспринимал богатство как замену морали и обладал решимостью, которая позволила ему пойти на ужасный шаг. Под влиянием Плегаса он убил всю свою семью. Этот поворотный момент открыл перед ним двери к дальнейшему обучению под руководством Плегаса, заложив фундамент для стремления к абсолютной власти, что спустя десятилетия позволило Палпатину обрести контроль над всей галактикой. На самом деле Палпатин был лишь учеником ситха в скрытой угрозе. В фильме нас заставляют поверить, что Дарт Сидиус и есть тайный мастер ситх, а Дарт Мол его ученик, что соответствует древнему правилу двух Дарта Бейна, которое на самом деле было придумано Дартом Реваном. Правило гласит, что одновременно могут быть только два ситха, поскольку наличие большего числа просто приведет к саморазрушительной борьбе, которая помешает Ордену ситхов захватить контроль над галактикой. Однако учитель Палпатина Дарт Плегас живее всех живых в начале скрытой угрозы. Технически, именно Плегас мастер ситх, Палпатин его ученик, а Забрака они использовали лишь как инструмент для выполнения их особо сложных задач. Во время решающей битвы Мола на Набу против Квай-Гона и Оби-Вана Палпатина нигде не видно,
Все потому, что за кадром он занят убийством Плегаса, чтобы, наконец, занять его место мастера ситха. Изначально роль императора Палпатина исполнила обезьяна. Да, действительно. В процессе съемок фильма «Империя наносит ответный удар» перед Джорджем Лукасом и командой встал вопрос, как же должен выглядеть лорд ситхов. Сценарий впервые включал эпизод с таинственным императором, и никто точно не представлял его будущий образ. Тогда Лукас вместе с режиссером Ирвином Кёршнером решили, что императору необходимо придать жуткий и в то же время загадочный облик. Для этого команда применила нестандартный метод. На пожилую актрису нанесли плотный слой грима, а ее глаза заменили на глаза шимпанзе при помощи наложенного изображения. Эта комбинация глаза шимпанзе и состаренное лицо придала императору пугающий вид, который дополнил и подчеркнул выразительный голос актера Клайва Ревилла. В 1983 году, когда Иэн Макдермит впервые предстал в роли императора в фильме «Возвращение джедая», ему было всего 37 лет. Но грим, желтая линза и гнилые зубы значительно состарили его образ, придав ему вид человека гораздо старше своих лет. Удачный выбор актера в 80-х позволил Макдермиду вернуться к своей роли спустя 16 лет, чтобы уже в приквелах правдоподобно воплотить более молодую версию Палпатина, готового к захвату власти в галактике. В скрытой угрозе мать Энакина, Шми Скайуокер, заявила, что отца у него не было. И до настоящего момента у нас нет точного ответа относительно отцовства Энакина. Однако ранее черновики сценария «Мести ситхов» включали сцену, в которой Палпатин объяснял Энакину, что он выбрал Шми в качестве носителя и использовал силу, чтобы зачать его. Раскрывая себя как отца Энакина, он надеялся склонить его к темной стороне. В итоге Джордж Лукас решил не включать в фильм такой сюжетный поворот. Данная идея снова возникнет в канонической серии комиксов Марвел о Дарте Вейдере, где у него было видение этой конкретной сцены. Но оставалось неясным, была ли это настоящая правда или иллюзия, созданная императором, чтобы манипулировать Вейдером. Позже стало известно, что Чарльз Соул, автор комиксов, не имел в виду, что Палпатин действительно является отцом Энакина. Еще в одной серии комиксов Чарльза Соула «Оби-Ван и Энакин» показано, что попытки Палпатина обратить молодого Скайуокера на темную сторону начались задолго до событий мести ситхов. Он приглашает Энакина в клуб Касакар, где постепенно начинает подрывать его веру в республику, демонстрируя, как порочны и коррумпированы присутствующие там сенаторы. Когда Энакин задает вопрос, почему Сенат не может покончить с рабством в галактике, Палпатин указывает на этих жадных бюрократов, которые отлично проводят время в ночном клубе и проворачивают здесь свои темные дела, наживаясь на людях, которым они обязаны служить. Палпатин считал световые мечи оружием джедаев, предпочитая больше полагаться на силу темной стороны. Тем не менее, он был мастером владения формой 7, также известной как Джуя. Основной принцип этой техники – использовать эмоции и направлять силу в нужный момент, чтобы усилить мощь и быстроту ударов. Большинство джедаев избегали формы 7 из-за ее связи с темной стороной, что, очевидно, являлось для них ограничением. Хотя, например, Мейс Винду практиковал ее разновидность под названием Ваапад. Помимо этого, Палпатин мастерски владел как одиночным, так и парным боем на световых мечах, что делало его одним из самых опасных противников во всей галактике. Будучи мастером манипуляции и обмана, Палпатин сумел уничтожить почти весь Орден Джедаев. В довершение ко всему, он решил в последний раз унизить джедаев, превратив их священный храм в свой новый дворец. Однако это имело и практический смысл, поскольку здесь хранились архивы с тысячелетними знаниями и историей джедаев. Таким образом, он мог уничтожить или спрятать любую информацию, которую считал угрозой для своей новой империи.
Любопытно, что храм джедаев на Корусанте был построен на месте древнего святилища ситхов, чтобы подавить исходящую оттуда энергию темной стороны. Поэтому, с точки зрения Палпатина, он просто вернул себе то, что всегда принадлежало ситхам. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.